Автор «Кап, придумай никнейм» читает Кэт Вилл. Они летят где-то над Китаем. За мутным иллюминатором давно сгустилась вязкая темнота, которая порой прерывается огнями городов, проплывающих где-то далеко внизу. Были билеты только на самый поздний рейс, поэтому на борту они оказались лишь в 2 часа ночи. В салоне гуляет легкая прохлада. Чонгук видит, как Чимин, уже комфортно устроившийся на разложенном кресле, сонно морщится и натягивает выданный плед до самого подбородка. У самого же Чонгука чуть зябнут руки. Он все-таки прячет в карманы просторной толстовки. Почти все уже спят. Даже Намджун потихоньку клюет носом, хотя Чонгук видит, отчаянно пытается прочитать еще пару страниц. Чонгук улыбается ему одними уголками губ, когда они случайно пересекаются взглядами. И Намджун наконец откладывает книгу, чтобы тихонько спросить: «Чего не спишь?» Он расправляет свой плед и достает наушники из рюкзака. «Еще 10 часов лететь. Вздремни хотя бы». «Постараюсь», — кивает Чонгук. «Спокойной ночи, Хён». Намджун, пробормотав что-то, кутается в плед и, быстро выбрав плейлист в телефоне, проваливается в сон. Чонгук ему немного завидует, потому что сна у него ни в одном глазу с самого взлета. Пока не помогли ни теплая еда, ни скачанная на телефон аудиокнига, ни довольно посредственный фильм, который он нашел в системе. Завтра действительно очень сложный день, который будет тянуться все 25 часов вместо положенных 24. Они все это знают, но уже давно об этом не говорят, потому что за столь долгий период существования группы привыкли жить в таком бешеном темпе, блистая ежесекундно и пытаясь не потерять себя в этом выматывающем водовороте эмоций. Но иной жизни уже не представляется. В голове яркими картинками мелькают тысячи, сотни тысяч бесценных воспоминаний, которые, наверное, и не дают сойти с ума от усталости, от выгорания, от страха перед будущим, которое только смотрит своими большими глазами, но не говорит и слова о том, что готовит для них всех. Иногда Чонгук боится, но потом раз за разом понимает, любит все то, чем наполнена его жизнь. Понимает, что действительно вряд ли уже сможет жить иначе, потому что не выдержит без своих широких крыльев за спиной, упадет, разбившись. Не выдержит без тех, кто помог ему раскрыть эти крылья и вспорхнуть в сияющую высь. Чонгук не выдержит без любви, которую сам готов дарить своим самым близким людям, своей семье, ежесекундно. Чонгук смотрит вниз на желтоватые огни очередного города, на гущу облаков, которые сейчас, как огромные бесформенные блеклые кучи, моргает устало и даже давит зевок, но чувствует, что голова еще недостаточно тяжелая, чтобы устроиться в кресле и накрыться пледом, как тот же Чимин. «Чего не спишь?» — раздается повторное, но уже совсем близко, у самого уха, и глубоким вкрадчивым голосом. Чонгук отрывается от иллюминатора и оборачивается с счастливой улыбкой, которая сама по себе появилась на губах. Тэйон наконец вернулся из уборной. У него лицо еще чуть влажное, и в руках маленькое белое полотенце, которым он сейчас небрежно вытирает руки. Он улыбается ему в ответ, но с легкой долей непонимания, когда Чонгук тянет из его рук полотенце и отбрасывает прочь, чтобы переплести свои холодные пальцы с его. «Я замерз», — шепчет глупо и шмыгает носом. Тэйон тихо смеется и принимается массировать его костяшки. «Не хватает своего пледа. Могу дать тебе свой», — предлагает. «Или давай попросим горячий чай. Здесь правда как-то зябко». Ведет плечами. Он в одной только футболке. Чонгуку холодно на него смотреть. Тэйон уже почти отнимает свои руки от Чонгуковых, но тот его останавливает, цепляясь за кисти.
Все в браслетах, подвесках, фенечках. На пальцах тоже куча колец. Аккуратные, почти незаметные, совершенно красивые на его длинных пальцах. Совсем не такие массивные и роскошные, конечно, как им предлагают для сцены, но такие родные и уместные. Чонгук настолько любит это на самом деле. Давай просто посидим так. И Тэхён послушно возвращает свои руки на место, позволяя тесно сплести их пальцы. Чонгук выдыхает. Зачем-то, прикрыв глаза, концентрируется лишь на ощущении теплых ладоней в своих. «Спасибо, Хён», — шепчет, но знает, его услышат. Чонгук не видит, но знает, что Тэхён улыбается ему, что смотрит своими большими карими глазами прямо ему в душу, согревая ее изнутри. Что знает? Чонгук, он ведь не просто замерз, потому что ласково гладит его сухие костяшки, любимое кольцо на указательном пальце и четкие контуры тату, чтобы потом секунд сжать его пальцы чуть сильнее, будто посылает импульс. Чонгук чувствует, как он колет на подушечках пальцев. И то, как он селится в душе, где теперь успокаивается вспыхнувшая тревожность и неуверенность в завтрашнем дне, становится легко. Просто сидеть и смотреть в глаза Тэхёну, отключив голову и ненужные мысли, которые, наконец, прекратили свое навязчивое гудение. Руки, правда, согреваются. Чонгук любит это настолько сильно. «Тебе дать кофту?» — спрашивает он вполголоса, когда Тэхён, выполнив свою маленькую миссию по спасению от холода, устраивается на своем кресле удобнее, вытягивая ноги. «Да, было бы здорово», — неловко соглашается, пожимая плечами. Толстовка пахнет Чонгуком. Как всегда, чем-то неуловимо свежим, природным, свободным, любимым. Тэхён выныривает из горла, волосы теперь чуть дыбом, надевает капюшон и тянет за шнурки. Владелец вещи под боком тихо прыскает и зачем-то делает то же самое со своей. Они глупо смеются вполголоса, чтобы не тревожить чужие десятые сны и мирное сопение, и смотрят друг на друга. Ладони тонут в широких мягких рукавах до самых кончиков пальцев. Чонгук не успевает их поймать и наигранно хмурится. А Тэхён через секунду снова берет его руки, уже согревшиеся в свои, иначе просто нельзя. Так было теплее, даже больше, чем в заботливо выданной одежде. Так Чонгук чувствуется еще ближе, роднее, любимей, хотя куда еще больше. Чонгук, напротив, счастливо жмурится. У Тэхёна где-то внутри, под его толстовкой и собственной футболкой, счастливо ёкает сердце. Тэхён настолько любит это, на самом деле. Тэхён прижимает их сплетенные пальцы к своим губам, чтобы, прикрыв глаза, оставить на костяшке чужого большого пальца мягкий поцелуй. Почему-то только это чувствуется единственно правильным, единственно уместным действием. Оно такое простое, но оставляющее на душе чертовски сладкое, как патока, чувство бесконечного комфорта. Тэхён делает это ровно в ту же секунду, когда Чонгук секундно сжимает его пальцы, чуть сильнее, будто посылает импульс. Благодарит за бесценную возможность дарить любовь драгоценной частички своей семьи. Просто благодарит за то, что Тэхён сейчас рядом. «Ты еще хочешь чай?» — спрашивает Чонгук, чувствуя, как внутри будто распускаются наивные цветы, согретые такой лаской и любовью. Пусть за стеклом иллюминатора где-то далеко внизу стелется декабрьский холод, да и в самом салоне самолета все еще веет прохладой. Но им так тепло прямо сейчас, пока глаза в глаза, где любовь, конечно же, заботливая и возвращенная за долгие годы, чистая и бескрайняя, пока пальцы тесно сплетены, где тепло одно на двоих, и так спокойно, так хорошо просто быть в этом моменте, просто любить в этом моменте, и в тысячи, нет, сотни тысяч последующих, которые Чонгук Тэхёну готов хоть с неба звездами ловить, только бы он рядом был.
только бы позволял свою любовь, которая теснит грудь, отдавать, ничего не требуя взамен. Тэхён медленно моргает, пока к его улыбке все еще прижимаются их руки, прежде чем ответить. «А ты?» И не дает Чингуку ответить, потому что плавно подается вперед и целует его в приоткрытые губы. Так, как почему-то только это чувствуется единственно правильным. Тэхён все еще улыбается. Даже в их поцелуй, когда Чингук мягко кладет руки на его затылок, оттягивает ворот своей уже толстовки, чтобы скользнуть ниже, где кожа горячее. Здесь нет напора, здесь нет лишней страсти, здесь только тепло. Но у Тэхёна все равно сердце в груди трепещет, как заведенное. И Чингукова под ладонью, устроенные на груди, он чувствует тоже. Да только это чувствуется правильным. Просто любить Чингука в этом моменте, в их бесконечном поцелуе, который будто краденый. И знать, что Чингук на каждое Тэхёново я люблю. Хоть криком эйфории, хоть шепотом, улегшись на груди, хоть взглядом. Черт возьми, на каждое такое я люблю тебя. Чингук Тэхёну всегда скажет «я тоже». Криком, шепотом, взглядом. «Я люблю тебя», — говорит Тэхён, когда отстраняется, чтобы прижаться лбом ко лбу. Чингук кусает порозовевшие губы и обнимает его поперек груди, чтобы шепотом на ухо, конечно же, «я тоже». Это парижское утро, только их. Вчерашний концерт пролетел, как яркая вспышка, окатив потоком невероятной энергии и вновь подарив это бесценное чувство полета, оторванности от земли, где только ты и твои оголтелые чувства, и нет места тревожности. Сегодняшнее утро же встретило приятной усталостью, ломотой в мышцах и сообщением от менеджера, что на этот день они предоставлены сами себе. Вылет снова будет поздно вечером, потому у них есть несколько часов на отдых. «Может, сходим куда-нибудь?» Отбросив телефон, робко предлагает Тэхён, перекатившись на другой бок и теперь оказавшись лицом к лицу с Чингуком. «Хотя бы прогуляемся». Чингук гладит его по скуле и смотрит. У Тэхёна наволочка отпечаталась, кожа лоснится, прыщики на щеке и волосы спутанные, но все равно самый-самый красивый. Чингук улыбается. Тэхён еще заспанный совсем, еле продравший глаза, и такой свой, родной, не для чужих глаз. Только для Чингука этим ленивым утром. «Зовешь меня на свидание?» — мурчит довольным котом Чингук, глядя ему в глаза. Тэхён вспыхивает, но только теснится ближе, пряча лицо в изгиб его шеи. «Мы буквально в городе любви», — смеется Тэхён. Чингук чувствует, как его дыхание щекочет кожу, и сам не может сдержать усмешки. «Куда ты только захочешь». Отстранившись, он быстро целует его в уголок губ, чтобы через секунду встать и пойти в душ. У них ведь свидание. И провести его, не вылезая из постели, конечно, можно, но стоит ли, пока за окном Париж, из которого они улетят уже сегодня ночью? Город любви же, в конце концов. Они бесшумными тенями исчезают из отеля, когда за окном вовсю сгустились сумерки. Дамы на ресепшене, кажется, не опознали их. Тэхёна, закутанного в любимое пальто и с кепи до бровей, и Чингука, полностью в черном и с рюкзаком наперевес. Немного морозит, но это даже приятно. Сгоняет лишнюю усталость и успевшую напасть в номере дремоту. «Ты будешь меня снимать?» У Тэхёна загораются глаза, когда Чингук достает захваченный фотоаппарат. «Только для нас с тобой, ты же знаешь», — жмет плечами, настраивая съемку. Пальцы зябнут, пока Чингук ищет нужный режим, прокручивает колесико настроек. После первого щелчка затвора на Чингука с маленького экрана смотрит мягко улыбающийся Тэхён, у которого на фоне красиво размыты желтоватые огни города. Сам Тэхён подходит сбоку и любопытно заглядывает ему через плечо. «Ну что, получилось?» — наивно хлопает ресницами, распахнув глаза, когда Чингук смотрит на него с улыбкой. «О, ты как думаешь?» Смеется, потому что Тэхён дует губы и закатывает глаза. Чингук обнимает его за талию
и, склонившись, быстро целует в щеку. У Тэхёна по лицу разливается еле заметный румянец, когда он замирает с рукой, прижатой к месту его быстрого поцелуя. У нас еще есть время, чтобы дойти до Эйфелевой башни. Чонгук берет его за руку, утягивая за собой. Пойдем, я хочу снять ролик. Они пробираются по узким безлюдным улицам, пробегая мимо цветных лощеных витрин и огней ресторанов. Будто они не знаменитые певцы, а совсем подростки. Такие наивные и безудержно влюбленные, до искр из глаз. Они будто сбегающие от реальности в эту маленькую шутливую фантазию, где тепло, легко и беззаботно. Только успевай друг за другом, потому что они буквально бегут, держась за руки. Замершие пальцы надежно переплетены. Мимо пролетают яркие вывески и желтые огни фар. И хочется кричать. Или жарко целоваться прямо посреди этой улицы от эйфории, бушующей в груди. Они будто живущие совсем другой жизнью. Пускай и всего на один вечер, который уже совсем скоро закончится. Так счастливы в этом моменте. Они так любят в этом моменте. Немного по-детски, но так головокружительно и искренне. Чонгук в тот вечер снял совсем немного. Всего несколько коротких роликов. Сначала Тэхён звонко смеется и тянет его вперед, вверх по улице. Поет что-то на английском, пока Чонгук тихо смеется на заднем плане, но не отстает, крепко держась за его руку. На следующем видео Тэхён показывает ему на черную кошку, которая размеренно шагает по другой стороне улицы. Как хорошо, что мы перешли дорогу раньше. Но жалко, что она там совсем одна, и мы не можем ее погладить. Звучит его голосом на фоне, а потом кадр идет рябью, потому что Чонгук, воспользовавшись тем, что Тэхён отвлекся, сам игриво схватил его за запястье и потащил за собой. То, что он не успел остановить запись, со смехом обнаружилось позже. Это самое дорогое видео из всех, что они сделали. Смотри, как же оно прекрасно! Благоговейно тянет Тэхён. А Чонгук способен смотреть только на то, как в широко раскрытых глазах Тэхёна отражаются мириады мерцающих огней. Они решили не выбираться на открытую площадь и потому стоят на холме поодаль, но так, чтобы вид был как на ладони. Здесь кроме них никого нет. И кажется, будто они в целом мире остались одни, смотрят так на красоту Эйфелевой башни, не готовятся исчезнуть в это мгновение по щелчку пальцев, будто их и не существовало вообще. «Хочешь что-нибудь сказать?» Чонгук направляет на Тэхёна включенную камеру, приближая к лицу, которое все еще сияет в восторге. Он сам на себя не похож в эту секунду, будто совсем другой человек. Не тот корейский принц с многочисленных фото в интернете, а неугомонный юнец, у которого ветер в голове гуляет, и широкая улыбка не сходит с красивого лица. Да, Тэхён вдруг принимает серьезный вид, и Чонгук не может сдержать смешка. Я хотел официально заявить, что люблю Чон Чонгука всем своим сердцем. И пусть рухнет Эйфелева башня позади меня, если это не так. Почти что кричит, смотря в камеру, и маска серьезности на его лице исчезает так же быстро, как появилась. Видео заканчивается его счастливым смехом. Эйфелева башня остается на своем законном месте и продолжает спокойно мерцать своими желтыми огнями. Будто бы только для них, потерянных и безумно счастливых в этом долгом мгновении. Чонгук подходит к Тэхёну со спины, чтобы обнять его за талию и поставить подбородок на плечо. Тэхён же, шмыгнув замерзшим носом, откидывает голову ему на плечо, чтобы шепнуть. «Я, правда, очень сильно люблю тебя, Чонгуки. Я тоже люблю тебя, Тэхёна».